Удивительный факт. Канадцы чаще летают в Европу, чем в США. В США канадцы ездят на машине. И сегодня я отправляюсь на север Европы, в Германию. Это надо видеть, что там сегодня творится. Когда видишь такие кучи снега в аэропорту, ничего хорошего это не предвещает. Так и вышло, окно пилота не оттаяло. Поломка, вылет отменили, вернулся в аэропорт на следующий день. Попытка номер 2 сегодня с ручной кладью. И то пришлось уговаривать, чтобы поместили на рейс Люфтганзы. Нет, я еще не суперэлит. Перед вылетом обед с бокалом вина, чтобы нервы восстановить от общения с авиакомпанией. Погода сегодня намного лучше. Снежную кучу уже почти всю в снегоплавильню перекидали. Но даже чистая взлетная полоса не позволила избежать авиапроисшествия, которое случилось здесь на следующий день, уже после того, как я покинул Канаду. Terrifying moment. The Delta Airlines plane touched down and went out of control. New cell phone. И тут воистину случилось чудо. Никто не погиб. Крепкие канадские самолеты, а пожарные и спасатели быстры и работают как надо. Самолет разбился, никто не убился. А так выглядит аэропорт Франкфурта. Почувствуйте, что говорится, разницу. Но до Германии еще долететь надо. Летишь, и тут наступает момент, когда понимаешь, что летишь больше 2 часов, а под крылом самолета все еще Канада. Мы где-то в районе Сент-Джонса, в районе самой восточной точки Северной Америки. А в Европе всего 1 час, и ты уже из Англии долетаешь в Германию. Мой полет до Франкфурта длился почти 8 часов. В аэропорте короткая пересадка. Из Франкфурта лечу в Бремен, на север Германии. Это еще 45 минут полета. Как я и говорил, аэрокосмическая индустрия развита. И это не только Airbus, но и Международная космическая станция, ее элементы сделаны в Бремени. Вот этот модуль, Коламбус, собрали здесь. А рядом видим Canadarm, сделано в Канаде. Не в космосе, а в быту Бремен знаменит пивом Бекс. Я бы сказал, печально знаменит. Пиво так себе, местные его не пьют. Шпили церквей намекают, город старинный. С аэропорта еду прямо на завод. Перенесенный на сутки полет нарушил планы, и я опаздываю. Пока за окном проплывают немецкие дома, есть время рассказать об истории Бремена. Город упомянут еще в книгах Птолемея и присутствует на картах со II века. Уникальность Бремена в том, что на протяжении большей части истории он оставался независимым городом, то есть всю власть в городе представляла местная знать. Сами себе законы писали и сами решали, с кем дружить, а с кем воевать. Римская империя не дотянулась до этих мест, племена саксов не дали. Но потом дошел Карл Великий с его империей франков, а затем Святая Римская империя, которые были здесь 1000 лет. Но все эти годы Бремену удавалось договориться с королями и императорами и оставаться независимым городом. Ох и дорого это, наверное, стоило. Но Бремен умел зарабатывать. Он входил в Ганзейский союз городов, которые монополизировали северный торговый путь от Великого Новгорода до Лондона. Только с одним королем мне удалось договориться – со шведским.
он решил захватить город. Дважды пытался, в 1654 и в 1666 годах, но город отбился. В историю это вошло как война между Швецией и Бременом. Вот так вот, город воевал против целой страны. Полстолетия спустя, уже во времена Северной войны, помощь пришла откуда не ждали. Шведы были биты Петром I. Территории вокруг Бремена заняли европейские союзники Петра, и по итогу соглашений территории перешли под власть правителя княжества Ганновера. Вот тут и начинается история, связанная с Канадой и с ее гербом. Этот правитель Ганновера стал королем Англии, а королева Виктория – правнучка этого короля. Так что если посмотрите на современный герб Канады и на герб королевства Ганновера, то не удивляйтесь обилию совпадений. Кстати, этот новый король Англии и Ганновера опять подтвердил независимость города. Вот умеет Бремен договариваться. А имея покровительство английских королей, город жил спокойно без войн аж до 1806 года, когда Бремен был захвачен войсками Наполеона, а Святая Римская империя пала. Когда Наполеона разбили, город опять обрел независимость, вплоть до Гитлера и его нацистской партии, которые захватили город в 1934 году, разогнав парламент. После Второй мировой войны город опять стал независим, и по сей день Бремен – это федеральная земля Германии, то есть город-область. Таких городов в Германии всего 3 – Бремен, Гамбург и Берлин. Вот такая вот краткая история независимости Бремена на протяжении более чем 1000 лет. После рабочего дня отправляюсь до ближайшего продуктового магазина. Если что надо, от отеля до магазина приходится идти. Минут так 20-25. Ну, ничего страшного. Погода сегодня отличная. Слева серая дорожка для пешеходов, а красным справа выделена велополоса. Сегодня толпы велосипедистов, куча машин. А все потому, что транспорт в Бремени объявил однодневную забастовку. Ни трамваи, ни автобусы не ходят. Вот это вот тоже прикольная тема. Если посмотрим, то это не что иное, как садовые участки. Маленькие участочки с маленькими домиками обычно выращивают цветочки. Тоже позабытые виды. Это гаражи. В Канаде таких во дворах нет. Что-то не видно белок, снующих по деревьям. Оказывается, привык к ним в Канаде. Ищу взглядом по деревьям – пусто. Скорее всего, домашние кошки, если их выпускают погулять, значительно сокращают популяцию диких животных и птичек. А вот в Канаде наоборот, если кошку выпустить погулять, то дикая природа ее сожрать может. С дорожками надо быть начеку. На велосипедную не залезать. Тут велосипедисты не любят снижать скорость. Безумно звонят, сгоняя тебя с дорожки, а проезжая мимо еще и обругают, что такое недотепа. Вечер пятницы, люди возвращаются домой. И многие несут в руках коробки Amazon. Видно, до дома доставки нет, они подбирают их на ближайшей почте. Это днем хорошо видно, где пешеходная, а где велодорожка. А в сумерках и не разобрать бывает. И уже, когда совсем надоедает идти, то это значит, уже пришли. Так, а уже и цветочки у них пошли. Все меньше 1 евро стоит. Что цветочек в горшочке, что банка пива. Давайте покажу, как отель выглядит. Отель Мунте.
Это семейный бизнес, но отель большой, больше 100 комнат. 2 ресторана и бар. Это комната эконом-класса. $150 в сутки. Комната небольшая. Нормального размера номер будет в 2 раза больше и по цене, и по размеру. Так, тут больше меня видно. Упс. Ванная крошечная. Если зайду, то все загоражу. Снимаю из-за угла. А вот в зеркале отражаюсь уже в ресторане. Завтрак включен в цену. Рыбки для атмосферы, а не для еды. Тут не суши-бар. Завтраки тут хороши. Я бы сказал, идеально. Конфитюры, сыры, хлопья из злаки. Но мой угол хлебный. Свежая выпечка с хрустящей корочкой. С упором на ржаной хлеб. Есть что и на хлеб положить. Сыры, паштеты, мясная нарезка, семга. Из необычного могу отметить тартар из свинины. Да-да, это сырая свинина. На яйца я смотреть уже не могу, наелся в командировках. Но тут они смотрят на тебя. И как же здесь уютно и тихо. Вы попробуйте позавтракать в любом заведении Канады и США. Везде ор и гам. Я уже забыл, как по-нормальному бывает. Ну и обалденные завтраки — это еще не все. В отеле куча саун. В спа-центре. Любой температуры. И да, посещение тоже включено в стоимость номера. Моя любимая сауна финская. А вот еще один прикол. Вчера в номере убрались, но оставили пивные банки. Не выкинули. И дело в том, что они думают, что я их могу пойти и сдать. Каждая пивная банка, не знаю, 20 центов стоит. Вот так. А я сегодня пойду не банки пивные сдавать, а гулять по городу. Где-то здесь мои окна. Но я хотел показать другое. Вот видите этого бармена. 10 лет он наливал мне напитки в баре отеля. Вышел на пенсию. Вот по таким каналам раньше возили грузы. Человеческой силы хватало, чтобы утащить несколько тонн на лодке. Никаких лошадок не надо было. А здесь мы видим очередную достопримечательность Бремена. Это музей. Вот эта вот металлическая большая штука, которая одновременно напоминает и кашалота какого-то, и летающую тарелку. Это музей науки. И причем весьма неплохой. Мне нравится искать смыслы и аналогии. Я вот недаром сказал, что музей похож на кашалота или на летающую тарелку. Дело в том, что по реке, ее мы позже сегодня увидим, когда-то заплыл в город кит. И народная память все еще помнит этого кита. А летающая тарелка
А в городе Бремен одна из развитых индустрий — это космическая. Производят спутники, производят детали для Боингов, производят детали для космических аппаратов. Вот так. Район университета. Сегодня пустынно, потому как утро субботы. Раньше была кафешка с немецким названием, магазинчик Фриц, что ли. Сейчас Subway. А это мы уже дошли до трамвайной остановки, ближайшей к отелю. Прикольно дергается. На самом деле никакого дергания нет. Это эффект съемки. Матрица глючит. Вот вроде отсюда за моей спиной видно вот эта вот башенка. В ней не принцесса живет. И не дракон ее охраняет. А это высоченная труба вакуумная. Там полный вакуум. И сверху сбрасывают спутники. И они летят в невесомости. И этих нескольких секунд полета в невесомости хватает, чтобы произвести измерения. И доработать, если что не так. Билет можно купить в автомате, прямо в трамвае. Стоит 3 евро 20 центов. Если билет купили в трамвае, то компостировать его не надо. Я же поставлю штампик компостера, чтобы вам показать. Это на случай, если где в киоске билет купили. С населением почти 600 тысяч, Бремен 11-й по величине город Германии. Экономика города провалилась в 70-х, 80-х, когда позакрывали судостроительные верфи, а порт механизировали. Пришлось городу поднапрячься и вложиться в наукоемкие технологии. И теперь в городе производственная площадка Airbus'ов. Завод Mercedes выпускает топовые модели автогиганта. И мировой центр производства масс-спектрометров. Компания, на которую я работаю, как раз их выпускает. Эти усилия привели к тому, что средняя зарплата в городе выше средней по Германии. И цены, что на недвижимость, что в меню ресторанов, такого развитого европейского уровня. Бензозаправка. Помню, 10 лет назад, когда впервые в Бремен приехал, все магазины в воскресенье были закрыты. Сюда пришлось идти за едой. Мы тем временем доехали от университета до центра города, а точнее до железнодорожного вокзала. Уж больно здание красивое. Есть известная карта, которая называется «Карта любого европейского города». Там всегда начинается от вокзала и дальше показано. Музей города. Но туда сегодня не пойдем. Музей как музей. Городской хайвей. Но на самом деле, вот там дальше за моей спиной, это совсем недалеко от вокзала, автобусные остановки. И за какие-то 20-30 евро можно уехать в Амстердам, в Берлин, в Копенгаген. До Амстердама самый дешевый билет $16 стоит. Но зачем туда ехать? Каналы и мельницы есть и здесь, в Бремене. Weil ich dich kenne. Ja, dann schon kenn ich. Das ist schön. Dass ich dich kenne? Ja, das finde ich auch schön. Ja, За плечом уже видны шпили. Но туда мы дойдем позже. А пока идем в парк погулять.
городской вал. В Москве это бы назвали, не знаю, Садовым кольцом. А здесь ров. Мы идем по высокой части. Городской вал и стена домов. Подозреваю, раньше была стена крепости. Вдоль вала отличная прогулочная набережная. И все это буквально в минутах ходьбы от самого центра города. Черт, какой-то барабанный бой. Ну, дойдем посмотрим, что это такое. Мешает мне показывать. Статуя дядьки, которого зовут Ольберс. Подозреваю, мой закадровый голос подскажет, что этот дядька сделал. Дык, понятно кто. Если в телескоп смотрит, то астроном, а если памятник поставили, то знаменитый астроном. Художественная галерея. Но, честно говоря, она хороша для города Бремен. Но если вы фанат живописи, только что мы были на железнодорожной станции. Вот надо вернуться на ЖД-станцию, сесть на электричку, и всего через 1 час вы будете в Гамбурге. А вот там уже галерея посерьезнее будет. Ну и, видимо, не только на искусство надеяться при воспитании добропорядочных граждан. Тут же неподалеку полиция. Полиция города Бремен. О, а это начался замечательный зимний фестиваль в Бремене. Это вот в ту тележку нагружают алкоголь и гуляют по городу, веселя себя горячительными напитками. А потом, когда все разомлеют, садятся в кафешку и едят специальное зимнее блюдо. Капусту с чем-то жирным. Ой-ой-ой, упал кто-то. Выходной, тут прямо какое-то оживление. Так, сначала хотел пойти к реке, но вот что-то интересное в городе намечается. Пойду лучше в город. Еще не видно, но уже слышно. Надо сейчас по-быстренькому статую показать,
Потом вообще, может быть, людей еще больше будет и не подойти. Das ganz intensiv zelebrieren. Maracatu, Maracatu, Nation, Stern der Elbe. Я даже не знаю, что сказать, но кажется, что-то здесь начинается. Ну и, конечно, самая знаменитая статуя Бремена — бременские музыканты. Что-то с ними не то. На самом деле, настоящие-то вот эти. Там была карнавальная версия. Не хватает трубадуры и принцессы. Ресторан, которому 800 лет. 800. Воспользуюсь моментами и зайду купить шоколада. И прикупил немного шоколада. Кто тут говорит, что на каблуках по брусчатке ходить сложно? Здесь вот бабочки справляются на ходулях. Сложно. Закуришь тут от такого стресса. Ну все, бьют 12 дня, начало шоу. На помосте на центральной площади дают представление. Если бы знал немецкий, то рассказал бы, о чем это. Но смею предположить, что сначала был переполох. А потом прилетели силы добра и победили все плохое. Наступила не жизнь, а сказка, вся в цветах и танцах. А, мы же в Германии, еще и деньги прямо с неба сыпались. Фламинго начали разводить толпу, чтобы организовать коридор, по которому будут выходить с центральной площади артисты. Но народ и не думает расходиться. Все знают, что дальше будет еще интереснее. Парад. Народное творчество. Но обязательное условие. Надо бить в барабаны, чтобы участвовать в параде. И быть в костюмах. Темы одна другой неожиданней. Муравьи. А следом бразильский фестиваль.
разглядел Питера Пена. Участники карнавала прибыли со всех уголков Германии. Опять артисты цирка. Не ожидал, что на ходулях такое можно выделывать. Ну правильно, медицина в Германии бесплатная, разобьешься, врачи соберут. Позже видел, как Канкан на ходулях танцует. Снять на видео не успел, так что приезжайте в Бремен, чтобы посмотреть. Участников парада несчетное количество. Я только малую часть показываю. Что-то популярно в этом году Бразилия и ее карнавал. Думаю, по времени года просто близко к оригинальному. А здесь альпийская тема. Только чего-то молока я не ожидаю от этих коровок. Так как все участники должны бить в барабаны или колотушки, то здесь в челюсти встроены погремушки. Знакомая нам уже группа. Опять тема насекомых. Шмели полетели. А здесь красная шапочка. Яркие расцветки костюмов. Какое разнообразие. Ну и куда же без готов. И чертей. А что? На фоне готической церкви XI века весьма уместно. Так. А я спешу быстро показать еще две туристические достопримечательности, которые, как говорится, все туристы просто обязаны увидеть. Улица вся из кирпича, но это новодел. Бутчерштрассе, если на русский переводить, Мясницкая. По ней выходим на Шляхте. Шляхта. И мой любимый ресторанчик Паулянер. Летом очень прикольно посидеть на набережной, полюбоваться на реку и попить пивка. Река Вейзер. И набережная здесь, она двухуровневая. Внизу можно ходить вдоль воды или, как видите, кататься на велосипедах. Сверху первый ряд – это пивные дворики, где можно приятно сидеть с видом на реку. А чуть ближе к домам широкая аллея, пешеходная. И ряды кафе вот во всех этих домах вдоль воды. Помните, говорил про традицию. Вот они с тележкой и отдыхают. А в тележке все самое алкоголь. Надпись гласит «Шнур». С немецкого языка, насколько я помню, это канат. Самое популярное туристическое место Бремена. И 1,80 м это не высота, а ширина. Улицы узкие, и от туристов не протолкнуться. Этот район уцелел во время бомбежек Второй мировой войны, и можно погрузиться в атмосферу старой Европы с тесными улочками.
А вот это один из самых вкусных ресторанов местных. Район всего 2 улицы вдоль и 2 поперек. И они узкие, потому всегда тесно и людно. Ладно, хоть помой на голову никто не выливает, как в древности это принято было. А совсем наоборот, все милое и уютное.